Так, друзья, вот эту грядку мы готовим под клубнику сейчас. Здесь несколько лет рос чеснок, ну и уже почва не очень плодородная. Я прям хочу заложить грядку на несколько лет, чтобы была клубничная и чтобы ее не трогать. Я уже один раз показывала, как я делаю компост прямо в грядке. Это для того, чтобы не таскать землю потом с компоста, если есть такая необходимость удобрить грядку. И если есть возможность для культуры. Для клубники, например, есть такая возможность сделать, посмотрите, вот посередине траншею мы роем прям до конца, до самого. Но я хочу все равно заметить, что посмотрите, какой хороший здесь грунт, потому что здесь мульчируется все равно, и ну как бы он разрыхляется немножко органикой. То есть, в принципе, я вот все делаю, как говорила, без лопаты, но вот такую траншею, конечно, нужно с лопатой выкопать. Сейчас я с другой стороны подойду. Значит, сейчас для посадки клубники нам не нужно класть в грядку никакой органики осенью. Ну, и поэтому я не буду конкретно делать, не конкретно класть органику в лунку, а будем класть органику, причем не перепревшую, которая не готова, так скажем, к употреблению клубникой. Будем класть вот так вот посередине. Видите, прям глубокая траншея вырывается. До конца прям будем. Будем копать до конца грядки. Сереж, давай сейчас покажем сюда. Закладываем. Я прополола огород по возможности. Специально выращивала для этого. Вон там выращивала крапиву. Видите, какая высокая. И вот стоят ведра. Вот прям вот эти взрослые сорняки мы сейчас закладываем. Ничего с этого не будет. Я это делаю на всех грядках. Вот. Крапива. Кладем прямо горкой, потому что она очень сильно, как скажем, уминается. Прям горочкой. И еще нам нужно ее немножко порубить лопатой. И из-за того, что мы вот таким слоем сделаем, слой будет ну не меньше 15 сантиметров. Сейчас еще ведро пойдет. Она начнет у нас преть. И мы сюда еще навозик сейчас куриный гранулированный бросим. И эта органика будет преть вот здесь вот. Во-первых, она будет греть нашу клубнику, зимой корни клубники, а весной она станет у нас доступна для переваривания корнями клубники, для употребления, ну что ли, как это сказать, чтобы она росла. И вот именно это и будет у нас залогом нашего хорошего урожая. Вот так вот мы уминаем. Сейчас покажем принцип. Еще нужно сюда органики. Сейчас мы крапиву еще сорвем и тоже сюда уложим. А сверху я буду засыпать немножко вот этим гранулированным конским. Можно конским, можно куриным. У меня и такой, и такой. У меня вот такой куриный помет. Можно либо сверху, либо прям посередине слоями. Вот так вот засыпаю. Не сильно много, этого хватит клубники. Эта органика станет доступна весной как раз. То есть сейчас клубника ее трогать не сможет, потому что она еще в зеленом состоянии. А вот когда она раскиснет под действием бактерий, здесь еще грядки поливаются биопрепаратами, М-препаратами, Байкалом, Востоком, все, что у вас есть. Я вот такими препаратами поливаю. Поэтому в земле здесь есть микроорганизмы почвенные. Если у вас нет этих почвенных микроорганизмов, значит вот эту вот землю, прям вот эту траву и землю можно полить Востоком, Байкалом, М1 препаратом, любым. Сияние можно насыпать. И все это начнет перерабатываться к весне. Вот сейчас мы доделаем эту грядку до конца. И я покажу дальше. Так, грядка у меня готова. Посадочный материал тоже готов. Сейчас покажу. Это усы ну как бы с предыдущих. Вот отделили, отселили они вот в таких стаканчиках. Сначала немножко здесь укоренялись, выглядят хорошо. Вот даже уже новые листики пустили. Значит, и даже они некоторые пустили вот такие вот усы. Усы мы должны обязательно все убрать, потому что нам сейчас нужно и важно, чтобы вот этот отросток
пустил хорошую корневую систему. Сейчас мы наращиваем не зеленую массу, а именно корневую систему вот этого растения. Поэтому лишние листья даже убираем. Вот видите, листики, которые немножко такие вот приболевшие, мы их тоже будем убирать. По сути, мы оставляем 2-3 листа, этого достаточно. Вот я убираю ус, убираю вот этот лист. Даже можно убрать вот этот лист, потому что следующие листики растут здоровыми, и мы их еще обработаем обязательно осенью, чтобы они в зиму ушли здоровенькими. И вот так вот в этот росточек мы будем сажать. Значит, что очень важно, в лунку мы сейчас ничего не кладем, и посадка должна осуществляться вот на этом же уровне. Почему еще легко сажать в стаканчики, желательно? Потому что вы просто помещаете вот этот стаканчик, и тогда у вас растение при поливах, оно не затягивается в грунт. То есть вы как бы с закрытой корневой системой пересаживаете росток. Поэтому, если вы хотите, вот очень хороший способ, это посадить усы в стаканчики и дать усам дней 10 постоять. Здесь земля у вас осядет в стакане, и вы уже будете видеть, насколько у вас заглублена вот эта вот шейка клубники. А она должна находиться невысоко и не заглубляться в землю, иначе она сгниет. Если будет высоко, то она вымерзнет или высохнет у вас. Вот это вот очень хорошее размещение шейки. Видите? И в стаканчике земля уже плотная. То есть, когда мы сейчас посадим в землю, ее не засосет вниз, и она не вылезет из земли. Вот само это растение. Растение уже в земле на этом уровне находится. Вот в чем большой плюс посадки стаканчика. Давайте посмотрим, что еще тут есть, какой посадочный. Вот посадочный, видите, опять выпустил ус. Ус еще не смелый, хотя нет смысла его укоренять, да, мне достаточно. Обрезаем вот этот листик. Можно обрезать и вот этот листик, чтобы меньше было испарения сейчас от корневой системы, чтобы корневая нарастала. Давайте посмотрим, что с корневой. Видите, вот уже корневая система начала даже закручиваться. Этого мы допускать не должны. Аккуратно и нежно мы расправляем корни, чтобы они смотрели у нас вниз. Видите, как хорошо сформирован земляной ком. Он уже никуда не денется, шейка не провалится. Я очень рекомендую вам вот так пересаживать клубнику. Все, корешки выпрямили, ничего не закручивается. Этот стаканчик мы будем помещать сейчас в лунку.
Ну вот так вот мы заложили новую грядочку с клубникой. У меня таких грядок будет 2. Сегодня пока только 1, потому что работа была проделана большая. Вы видели, мы сделали траншею здесь. Обязательно досмотрите это видео до конца, потому что я скажу еще несколько важных вещей для клубники. Сейчас как раз мы займемся очередным этапом. Потому что многие из вас сейчас, я хочу сказать, значит, смотрите, вот клубника, когда вы сажаете, переваливаете из стаканчика, как я показывала, она не вянет. Посмотрите, сегодня солнечный день. Лучше, конечно, сажать в тенечек, когда тень. Но вот так получилось, что сегодня солнечный день, а завтра будет дождик. Именно поэтому я пересадила ее сегодня. И плюс она у меня посажена в стаканчиках. Видите, перевалкой я сделала все. И она даже абсолютно не вянет. Вот такая хорошенькая, зелененькая. А вот здесь у меня оставалось несколько усов не посаженных. Видите, они сразу вянут, они будут болеть немножко из-за того, что их сюда пересадили, пока они нарастят корневую систему. А у этой клубнички вы уже видели, корневая система достаточно хорошая. Итак, что же мы будем делать сейчас очередным этапом? Мы с вами закопали вот здесь посередине в траншею зеленую массу, все зеленые отходы. И сейчас мы будем мульчировать нашу клубнику. Во-первых, это предотвратит рост сорняков, а во-вторых, мы будем ее таким образом удобрять. Эта мульча, она за осень и зиму, весну переработается. Весной мы будем еще раз ее мульчировать. Во-первых, это мульча. Мульча у меня уже готова. Вот она, видите? Параллельно косим газон. Вон, видите, вот здесь вот куча лежит травы. Вот сейчас мы ее будем сюда помещать. Она у нас образует такой плотный ковер, наст на этой грядке. И в принципе ее даже можно будет сильно не укрывать. То есть этот наст, эта солома поможет нам сохранить зимой тепло. Плюс это питание для грядки. Ну и, конечно, защита от сорняков. Итак, давайте я покажу, как сейчас замульчировать свежей травой эту клубнику. Вот таким образом я провожу мульчирование клубники. Посмотрите, она у меня не соприкасается. Вот видите, то есть получается такая борозда из клубники, в которой не соприкасается мульча. Вот, мульча валиком вот так располагаю между 2 посадками. Валик высокий, где-то 10 сантиметров, это минимум. Вот смотрите, на другой стороне, видите, сколько доски свободно? 10 сантиметров. Вот здесь она замульчирована полностью. Вот таким образом мы спасаем клубнику от того, чтобы она горела от зеленой травы. Валик высокий по центру, поэтому никакая трава, никакие семена из той травы, которую мы закопали, сюда не прорастут. Дальше еще такой вопрос будет наверняка у вас. Если нет столько травы, чем еще можно замульчировать? Я пока вам покажу дыньки какие и буду рассказывать, какие у меня тут уже есть. Видите? Значит, если у вас нет зеленой травы, можно замульчировать опилками. Клубника любит подкисленную среду, подкисленный грунт. Можно замульчировать газетами или бумагой вокруг и засыпать немножко травой, чтобы было красиво. Либо засыпать немножко опилками, чтобы было красиво. Что у вас есть? Если у вас нету столько много травы, потому что слой травы должен быть большой.
Картон. То есть вы размачиваете картон, укладываете вокруг клубники и потом также мульчируете травой. Можно это все посадить на укрывной материал черный, на спанбонд. Но я так делала, мне не очень нравится. Мне кажется, клубники так не очень хорошо. Вот я все-таки за вот такое органическое мульчирование, которое параллельно еще дает питание. Вся эта мульча к весне, к лету, вернее, она вся переработается, и мы будем первым газоном весной еще мульчировать клубнику. Это все спасает от заболеваний, от грибковых заболеваний, потому что температура, которая вот сейчас там будет, она грунт весь обеззаразит от грибков, убьет все грибки. Вот, потом еще в конце польем М-препаратом, если вы не делали этого раньше с землей. У меня, я так полагаю, много почвенных микроорганизмов, поэтому этого достаточно. Сейчас я замульчирую. Если вам интересно, как грядка будет выглядеть у меня целиком замульчированная, сейчас я все сделаю и в конце покажу вам, подключусь.